влечет человека в горы? Что заставляет сердца альпинистов биться чаще при виде горных вершин? На нашей планете горы можно найти на всех континентах. От северного до южного полюсов разбросано множество горных систем, вплоть до самой наивысшей из них – Гималаи. Каждый год сюда устремляются тысячи людей, чтобы совершить паломничество к их заветной горе. У каждого эта гора своя. Кому-то достаточно приблизиться к подножию Эвереста, кому-то нужно взойти на его вершину. Кто-то выбирает менее известные пики, а кто-то прокладывает новые маршруты. Среди бесчисленного множества гор одна занимает особенное место. Это Амадаблам. Природа, гениальный архитектор, создала вершину необычной красоты, выбрав ей почетное место между 8000 гигантов. Амадаблам – одна из самых красивых вершин на Земле. Крутые склоны и гребни образуют пирамиду горы, которая стала символом Гималаев. Она открывается взору с холма чуть выше Намче-Базара, столицы горного народа шерпов. Увидев Амадаблам однажды, мысль о восхождении на эту прекрасную вершину уже никогда не покинет вас. Катманду. Шумный, пыльный, наполненный азиатским колоритом. Большинство экспедиций в Гималаях начинаются здесь. Город, который вобрал в себя противоречия всего мира. Шумные базары на переполненных площадях, полуразвалившиеся молитвенные сооружения, пятизвездочные отели, древние храмы, а напротив салон сотовой связи. И здесь кварталы бедняков и дорогие бутики могут разделять всего пара улиц. Все каким-то чудесным образом находит свое место в этом хаосе людского водоворота. Мы же докупаем разные мелочи для экспедиции, гуляем по городу, пакуем баулы. И вот день старта. Крохотный самолет доставляет нас в Луклу. Во время полета взгляд прикован к горам. Я пытаюсь разобрать очертания вершин и радуюсь, когда мне удается узнать знакомые силуэты. В Лукле нас встречают наши помощники. Эти улыбчивые, неприхотливые люди поднимаются из ближайших долин в горы, чтобы работать в экспедициях носильщиками. Они понесут наши вещи до базового лагеря, до которого 5 дней пути. Но лишь на 3-й день, миновав городок Намче-Базар, мы впервые увидели Амадаблам. Почему Амадаблам? Простой и сложный вопрос одновременно. Я думаю, что многие слышали все эти эпитеты о том, что Амадаблам – это одна из самых красивейших вершин нашей планеты. Наверное, привлекала и привлекает многих, о ней много сказано, и именно поэтому каким-то образом это отложилось в моем подсознании, наверное, же. Это мой не первый визит в Гималаи, и Амадаблам, конечно же, я знал ранее. И вот так сложилось, что, ну что ж, если ехать, то, наверное, нужно теперь попробовать подняться на Амадаблам. Намче-Базар – небольшой городок на высоте 3800 метров. Это столица народности Шерпа и последнее место в горах, где можно докупить недостающее снаряжение – газ для высотных лагерей или снять наличные в банкомате. Благодаря туристическому развитию из примитивного поселения Намче-Базар превратился в мини-город. Вот мы добрались до Намче-Базара, столица народности шерпов, но и одновременно является центральным городом. В принципе, такой же маленький городишко здесь, в регионе Кхумбу, в районе Эвереста. Здесь встречаются все экспедиции, все трекеры. Шумно, много магазинов, отелей, очень колоритно. Можно сказать, что это последний оплот цивилизации. Чем дальше от Намче-Базара, тем скромнее и проще быт горцев, тем ближе и суровее горы. Амадаблам включает в себя высоту, техническую сложность. Одновременно это некий символ Гималаев. Я думала начать с 7 вершин. Думала, что 7 вершин – это путь, который подготовит меня к Эвересту.
Почему-то в моем понимании было, что, достигнув Эвереста, я стану совсем другим человеком, и мне очень хотелось встретиться с этим человеком. А со временем потом я поняла, что меня тянет к совсем другому типу гор, более технические горы. Амада Блам – одна из таких гор. И вот я здесь. Еще не дошла до Эвереста, но я уже чувствую себя другим человеком. Чем выше в горы поднимается человек, тем ощутимее влияние высоты. Амада Блам достигает 6800 метров. Но даже к этой высоте альпинистам нужно тщательно готовиться. Акклиматизация – очень важная часть подготовки. От того, насколько хорошо адаптируется наш организм к высоте, зависит успех экспедиции. Разные команды выбирают разную тактику акклиматизации. Одни сразу направляются к Амада Блам и совершают ряд выходов в верхние лагеря. Другие выбирают соседние вершины, чтобы, взойдя на них, подготовиться к основному восхождению. Наша команда для акклиматизации направилась к Айленд-пику. Его высота почти 6200 метров, то есть примерно высота третьего штурмового лагеря на Амада Блам. К тому же это отличная возможность подняться на еще одну гималайскую вершину. Первый выход на 6000 дается нам тяжело. Организм еще не привык к такой высоте, движение замедленное, нас мучает одышка. Каждый шаг отдается гулом в ушах. Но дело сделано, и мы любуемся величественными горами с вершины Айленд-пика. Теперь нас ждет спуск вниз и несколько дней отдыха перед выходом к базовому лагерю Амада Блам. Ну, это популярная гора, но это гора не для каждого. Там все-таки есть достаточно сложная техническая часть. Гора, в общем-то, на сегодняшний день, она несколько коммерциализирована, но, тем не менее, требуется определенный уровень технической и общефизической подготовки. Но в первую очередь, потому что это Гималай. Гималай – это моя мечта. Несколько дней отдыха в Пангбоче пролетают незаметно. Сидеть без дела не хочется, и часть нашей команды отправляется на прогулку. С верхних склонов открывается отличный вид на Амада Блам. Отсюда можно хорошо рассмотреть практически весь маршрут восхождения. Из базового лагеря достаточно долгий переход до Кэмп 1. Собственно, отсюда начинается маршрут по юго-западному гребню. Следующий переход, хоть и короткий по расстоянию, но сложен технически. А в самом конце крутая вертикальная стенка выводит на Yellow Tower, где находится Кэмп 2. Далее маршрут становится чуть проще, хотя здесь также есть несколько сложных участков. Штурмовой лагерь устанавливают на широком снежно-ледовом плече, откуда мы планируем зайти на вершину. Деревня Пангбочи осталась внизу. Мы провели там 2 ночи и 2 дня для отдыха и восстановления. И теперь отправляемся в базовый лагерь под Амада Блам. Сегодня 14 ноября, воскресенье, хорошая погода. И я очень надеюсь, что все так и останется, что мы достигнем нашей поставленной задачи. Базовый лагерь Амада Блам находится на широкой поляне под западными склонами горы. Здесь традиционно устанавливают свои палатки большинство экспедиций. Мы же выбрали альтернативный вариант и разместились в недавно построенной лоджии. Хочется еще немного побыть в комфортных условиях, ведь впереди нас ждет несколько достаточно суровых ночевок в верхних лагерях.
По своему первому образованию я геолог, поэтому и с горами давно, так сказать, знаком. Да, на там, первую, вторую геологическую практику. В Крым сначала. И вот потом как-то это возродилось немножко в Новой Зеландии, само по себе вдруг. Вот, и потихонечку перебирались выше, выше, выше. Вот, и сейчас уже пошли выше 6000. Ну, посмотрим, что из этого выйдет дальше. Да, ребята, рюкзачок дает о себе знать. Вот, и дело не в акклиматизации. Хай, Нима. Ну вот, Нима меня обгоняет, тоже ему нелегко. Вот. А все-таки груз. Вот такая у меня новогодняя елка. Ну, в принципе, идется потихонечку хорошо. Просматривается наш путь подъема по Марене, дальше за угол, и на хребтике там будет кемп один. Переход до первого лагеря достаточно долгий, с большим набором высоты. Нам необходимо преодолеть около 1200 метров. Первая часть пути проходит по достаточно хорошей тропе, но чем ближе к ночевкам, тем сложнее становится путь. Перебравшись через огромные валуны, мы подходим под финальный взлет. Пологие плиты с несложным лазанием выводят на скальное плечо, где установлены палатки. Здесь маршрут провешен перильными веревками. Тяжело. Но если бы не рюкзак, мы бы туда что утром были? О, 2, 3 и еще шапка. Все, пришли. Утро в лагере 1 на 5, ну почти 5800. Хорошая погода, легкий мороз и отличная панорама. Стартуем с лагеря 1. Стартуем? Да. Стартуем. И подниматься нам вот туда, на кемп 2. Путь от лагеря 2 проходит по скальному гребню. Уже после первых метров рельеф становится крутым и сложным. И хоть сам переход относительно короткий по расстоянию перепада высоты, он отнимает достаточно много времени, так как буквально с самого начала приходится двигаться по перилам. Попали в пробку на Yellow Tower. Сидим уже полчаса, никак не можем дождаться нашей очереди, чтобы подняться вот туда, по этой стенке. А там уже и бивак, наша ночевка, кемп 2. Самый сложный участок – это выход на большой жандарм Yellow Tower, где расположен лагерь 2. Здесь перила провешены по вертикальной стене, однако сам участок относительно короткий, около 20 метров. Наконец-таки добрались мы в наш второй лагерь. Поздновато немножко, но медленная группа была перед нами. Пришлось ждать часа полтора-два, не знаю, мы только в очередях провели. И вот так это ночевочка выглядит. Вот там палатки, вон там обрыв. Как начинается утро на 6000 в лагере 2. Вот так. Палатка большая, но спим валетиком, потому что камни не позволяют расположиться нормально. Ну а вообще ждем, пока солнце выйдет, нас согреет, и тогда мы начнем шевелиться. Утро традиционно начинается с топки воды, приготовления завтрака, чай, кому что нужно в дорогу приготовить. Ну, в общем, такая рутинная альпинистская жизнь. И на высоте 6000 это совсем непросто, должен вам сказать. Несмотря на то, что сейчас вроде бы как светит солнце и достаточно комфортно, тем не менее, каждое движение, каждый лишний пару шагов – это отдышка,
хочется сделать все с минимальными трудозатратами и эффективно. Следующий этап – это переход до штурмового лагеря на высоте 6300. Буквально сразу от ночевки на Yellow Tower начинается достаточно крутой и сложный участок. Перила провешены вдоль кулуара и выводят под небольшой жандарм, который нужно обойти слева. Выше него маршрут выходит на гребень и проходит по так называемому Mushroom Ridge, который заканчивается на большом снежном плече, где и находится третий высотный лагерь. Практически прошел я кулуар, который начинается сразу за КМ-2, то есть это такой, можно сказать, второй ключевой участок, если это применимо к верильным веревкам. Вот видите, место очень крутое, и к тому же, когда снег вытаивает, камни опасны, нужно быть аккуратным, чтобы на идущих снизу не скинуть камни. Вот. Ну и есть, конечно, некое макраме тут на станциях такой вот, но в целом веревки хорошие. Просто нужно быть внимательным, смотреть, куда щелкиваешься. А так я оцениваю как по гималайским меркам на твердую четверку. Жумарю по Mushroom Ridge, тоже такой известный гребешок, снежный, такие вот надувы вверх-вниз. Ветер стих, стало снова тепло, еще немножко, вот, и там уже выход на подушку на 6300, 6200, это наш КМ-3. Для тех, кто, ребята, никогда не был в больших горах, в таких условиях воду мы добываем из снега или льда. Находим почище, вот, запасаем его, какой-нибудь мешок, если есть, и потом топим себе на чай, на еду, ну и мало там чего. Завтра нам предстоит финальный рывок до вершины. Пожалуй, в техническом плане это самый простой участок, однако высота и накопившаяся усталость уже дают о себе знать. Поэтому последние 500 метров потребуют от нас максимальных усилий. Ну что, мы практически готовы к старту. Первая двойка уже отправилась на восхождение в 3:30 утра. Я кипячу воду для ребят, для чая. Как только они готовы, мы стартуем. Я уже практически вот в обмундировании сижу. Сильный ветер, на улице очень холодно. Я одел все, что у себя имею из одежды, самые теплые рукавицы. Надеюсь, у нас все получится. Очень холодно, очень сильно мерзнут ноги. Но я их отбиваю, и движение осталось совсем немножко. Вот туда. Очень непростое восхождение. В итоге на вершину поднялись только Рома и я. Такие участники отказались. Было очень-очень холодно, сильный ветер. Ноги до сих пор мерзнут, несмотря на солнце. Но красота неимоверная. Особенно Ходзе выглядит фантастически. Ну что, будем готовиться к спуску? Все восхождение для меня вот концентрировалось именно на технической части, да, с той части, с которой я был наименее знаком и которая для меня наиболее психологическую, как бы, да, трудность представляла. И как только я прошел, я выдохнул, понял, что, ну,
там ледовая шапка, как бы они везде одинаковые, что на Island Peak, что на любой другой горе. Вот, вопрос просто туда дойти. Вот, и поскольку был сильный ветер и очень холодно, то я решил, что просто это того не стоит. И, то есть для себя я свою миссию выполнил. К восхождению я готовился на самом деле очень интенсивно, потому что лет мне уже как бы не 16, и я понимал, что физически будет очень-очень трудно. И у меня был достаточно жесткий график спортивный, прежде всего кардиотренинг. Я, в общем-то, несколько раз в неделю бегал кроссы, бегал трейлы и соблюдал очень такой достаточно строгий режим. Никакого алкоголя, никаких излишеств. Все было направлено, в общем-то, как перед Олимпиадой, я знаю. Да, это не спортивная экспедиция, то есть мы идем классическим путем. Использовали лагеря, которые для нас уже установлены были ранее, местными высотными гидами. Вот. Также они занимаются провеской перил, то есть назвать это спортивным восхождением трудно, но тем не менее это была такая вот экспедиция. На самом деле мои ожидания были в том, чтобы понять, как мое тело будет отвечать на все эти стрессовые ситуации, как моя психология будет отвечать. Я даже больше скажу, мне было даже интересно, какая динамика в команде будет, как я смогу с людьми общаться, жить вместе целый месяц. В общем, я довольна от результатов. Первые впечатления были довольно идеализированы. Вот, потому что, когда ты планируешь маршрут, да, ты думаешь о том, как ты пойдешь, куда ты пойдешь, зачем ты пойдешь. Вот, и вся эта бытовуха, она приходит уже в процессе восхождения. Но, естественно, ты об этом просто забываешь, когда ты готовишься к экспедиции. Вот, потом приезжаешь, такой, оказывается, вот оно как. Вот, поэтому немножко неожиданно было, да, бытовые условия. Как бы, есть и есть, что теперь. Я же не один тут, и все мы в одних и тех же условиях, поэтому ничего страшного. Самые яркие впечатления от пути с Луклы до Намчи. Природа, местность, колорит. То, что я увидела на этом участке пути, это просто неописуемо. Фотографии не могут передать то, что можно увидеть. Самая сложная часть восхождения для меня это был выход из лагеря 3 на вершину по причине холода и, конечно же, высоты. Вот. Но до этого переход в первый лагерь, переход во второй лагерь и к третьему лагерю в том числе. Хорошая погода, относительно короткие переходы. Все это даже делало такое восхождение, не скажу, что лайтовое, но было очень приятно. При свете дня проходить все лагеря, иметь возможность снимать фотографии, видеоматериалы, любоваться пейзажами Гималаев. Мне было все время холодно, вот честно. Все время было холодно. То есть как только ты перестаешь работать на маршруте, останавливайся, хочется какого-то тепла, уюта, его вот этого не было. И это немножко накладывает свой отпечаток на общее состояние. Через пару дней немножко как бы адаптируешься к этому, но абсолютно абстрагироваться от этой ситуации как бы нельзя. И плюс высота, да, мы ее набирали постепенно, но было непросто, В лагере 3, когда я вышла в 3 часа ночи, было холодно, темно, сильный ветер. Я была одета во всю свою одежду, которая у меня была. В какой-то момент я поняла, что я не могу работать со снаряжением. Это было мне непривычно, возможно, из-за объема всей этой одежды на мне. Я была не в контакте с собой. То есть я вошла в такое состояние выживания, и все. А для меня очень важно быть в контакте со своими эмоциями, своими мыслями. И, наверное, это было самое сложное. Первая часть прошла достаточно гладко. Это была акклиматизация на вершине Island Peak. Сюрпризы, и где мои ожидания не соотнеслись с
тем, что я увидел, это было само восхождение на Мадоблам. Нет, у меня не было иллюзий, каких-то идеальных представлений об этом восхождении, но все-таки многое подкорректировалось. Сами лагеря, качество палаток, отношение к установке этих палаток, где они стоят, насколько они удобно стоят. Во многих местах я видел, что не требуется больших усилий, чтобы обустроить лагеря чуть получше. Если говорить про безопасность на маршруте, то сами веревки были хорошего качества, однако как они закреплены, как они установлены, сблокированы во многих местах. Для меня, как для профессионального горного гида, конечно, это был такой момент, почему? Почему так, когда есть возможность сделать проще? Но в реальной ситуации даже мне нереально было исправить все перила. Сюрприз или то, что меня шокировало негативно, это количество мусора. Опять же, сказать, что я к этому был не готов, это было бы неверно, но даже не сам факт наличия мусора в лагерях, пакетики, крышечки, баночки, наши человеческие отходы, а то, как я видел альпинистов, которые поднимаются на последних силах, им очень тяжело, все, что они могут себе позволить, залезть в палатку, там отлеживаться, ждать, пока обслуживающий персонал место принесет им кипятка, чтобы заварить пакетики с едой. То есть это такое подъем на последних силах, вот всеми силами добраться до вершины, а все, что вокруг тебя, это тебя не касается. Вот это мне не понравилось, это меня по-настоящему, ну, не хочу сказать, шокировало, но это тот негатив, который я с собой принес вниз, что люди хотят всеми силами подняться на вершину, стремятся к Мадоблам, и при этом совсем не уважают эту гору, не уважают людей, которыми поднимаются рядом с ними, которые будут подниматься после них. Это печально.